Друзья, всем привет! Еще в декабре 2024 года один из представителей офиса президента Украины, я не помню, как его, честно говоря, звали, это в принципе и не важно, там их очень много, в офисе президента работает, он публично на одном из, скажем так, публичных мероприятий, где были приглашены иностранные партнеры, или он, по-моему, там был за границей, я вот не помню, честно говоря, он озвучил, что с января 2025 года якобы будет реализован совместно немецко-украинский проект по добровольному возвращению украинских беженцев на родину. Помните, да? Я об этом тоже снимал отдельное видео. И все никак мы не могли понять, а что же будет, что это за план, как он будет работать. Тогда в то же время, в декабре, там плюс-минус, не помню когда, в середине, по-моему, да, вновь назначенный министр переименованного в Министерство национального единства Украины, да, Алексей Чернышов, он тогда заявил, что будут в рамках вот этого проекта германо-украинского будут созданы хабы, два основных хаба, как он сказал, это будет в Берлине и в Варшаве, в Польше и в Германии. Значит, созданы эти будут хабы помогать украинским беженцам, которые находятся на территории Европы, Германии, и Польши, будут помогать им возвращаться в Украину. То есть будут помогать в поиске работы на территории Украины и так далее. То есть он как бы приоткрыл, что же это за план такой. Ну и больше как бы у нас информации не было по этому плану. И вот как бы этот план с января 2025 года начал реально реализовываться. То есть он все-таки был. В МВД Германии прошли переговоры в январе между министром внутренних дел Германии Нэнси Фейзе и выше мной упомянутым министром национального единства Украины Алексеем Чернышовым. Там еще много разных чиновников и министров присутствовало, но это два основных ключевых министра. Значит, по поводу создания этого хаба. И после этого на официальном сайте Министерства внутренних дел Германии появилась информация официальная. Германия и Украина договорились о создании в Берлине хаба единства, на английском Unity Hub. Поддержка украинцев в поиске работы и возможном добровольном возвращении в Украину. То есть Unity Hub будет служить как бы таким контактным пунктом для украинских беженцев, которые находятся в Германии. Пока в Германии. Позже будет такой же аналогичный хаб открыт и в Варшаве, в Польше. Чем же будет заниматься этот хаб? Вот основные его задачи. Значит, первое. Будет проводить культурные мероприятия среди украинских беженцев. Потом будут помогать и будет предлагать разные языковые курсы, обучение, которое поможет украинским беженцам интегрироваться на рынок немецкого труда. Потом, да-да, вы не ослышались, я дальше остановлюсь на этом. Потом будет помогать украинским беженцам в поиске работы как на территории Украины, так, внимание, и на территории Германии. Вот так. То есть будут искать работу и в Украине, и в Германии. Также будут консультировать украинских беженцев, те, кто захочет добровольно вернуться в Украину, будут консультировать по вопросам добровольного возвращения в Украину там, и будут консультировать, как человек может внести личный вклад в восстановление экономики Украины, там, восстановление разрухи и так далее на территории Украины. Но я так думаю, что простыми словами это так немцы написали, но реально это будет, наверное, жесткая пропаганда. Если там будут украинские граждане в этих хабах работать, будет жесткая пропаганда, чтобы люди возвращались в Украину. Там будут обещать золотые горы, только чтобы нога человека ступила на территорию Украины. Я думаю, как-то так. Но это лично мое мнение, может быть, я ошибаюсь. Напишите, кстати, свое мнение. Как вы думаете, будет происходить это, скажем так, добровольное консультирование по добровольному возврату на территорию Украины?
В общем, открытие этого первого Unity Hub запланировано в Берлине, и вот он должен появиться уже в ближайшее время. Кроме этого, Unity Hub будет сотрудничать с джоб-центрами в Германии, немецкими, и Федеральным агентством занятости Германии. Ну и с его, скажем так, представительствами и отделами управления. Для чего? Для дальнейшего улучшения интеграции на рынке труда украинских беженцев в Германии. Чтобы украинские беженцы быстрее начали выходить на работу в Германии. Я вначале, честно говоря, когда прочитал, думал, что-то не то, какая-то ошибка. Нет, ошибки нет. Алексей Чернышов вот что сказал по этому вопросу, да, после этой встречи. Германия является надежным партнером для Украины в сферах безопасности и социальной помощи. Теперь наше сотрудничество будет еще больше укрепляться в сфере интеграции украинцев в немецкое общество. Вы поняли? Будет укрепляться в сфере интеграции украинцев в немецкое общество. Благодарю представителей правительства за конструктивный диалог и готовность к продолжению партнерства. Еще раз повторюсь, я вначале не понял, то есть я так себе предполагал, что если это Министерство национального единства Украины было переименовано, его там в Украине называют, что оно создано, вновь созданное, да, значит, и все кричат в Украине, что главной задачей является, значит, работать они будут над тем, чтобы возвращать украинцев на родину, в Украину. А тут я читаю на сайте Министерства внутренних дел Германии совсем другую информацию. То есть, параллельно с тем, что они будут помогать украинцам возвращаться на родину из Германии, значит, этот хаб, это представительство этого министерства в Германии будет еще и заниматься тем, чтобы помогать украинским беженцам устраиваться на территории Германии на работу. И, как тут написано, интегрироваться, ускоренная интеграция в немецкое общество. Вы поняли? Так, подождите, а для чего тогда создается это Министерство национального единства? Зачем тогда его создавать? Есть же джоб-центры, которые помогают интегрироваться. То есть в Германии целая есть система интеграции. И там очень много разных государственных учреждений задействовано для того, чтобы интегрировать украинского беженца. Зачем еще этот хаб создается? Вот такая ситуация. Будем смотреть. Вот когда будет запущен этот хаб, там все в Украине прокричат, что это будет великое достижение. Надо же будет попиариться. Посмотрим потом, как этот хаб будет работать. Вот просто будет интересно. Вот такая ситуация, друзья. Что думаете вы по этой теме? Может быть, МВД Германии ошиблась, написав, что этот хаб будет заниматься в том числе и интеграцией, ускоренной интеграцией украинских беженцев в немецкое общество и на немецкий рынок труда. Может быть, немцы просто ошиблись? Напишите свое мнение, пожалуйста, в комментариях.